Прочистили мы внутри корпус вот такой вот щеткой металлической. Вот здесь болгаркой сняли где 2, где 3 миллиметра слой со всех сторон. Берем герметик, автосил. Он у нас водостойкий. Вот такие вот тиски в качестве пресса, брусочки, чтобы поддавливало. И будем вклеивать обратно в корпус. Не жалеем герметик. Стараемся сделать это быстрее. Он все-таки густеет со временем. Почему стачиваем? Потому что нужен место, где помещался бы сам герметик. Ни под каким прессом потом туда не продавите, если вы не сточите с катушки миллиметра 2-3. Шершавые поверхности позволяют дополнительное сцепление для герметика. Напоминаем, что у нас вот эта катушка выскочила из корпуса, и в результате чего зазор между якорем и катушкой был равен нулю. И насос не качал воду, просто гудел и все. Клей, который у нас заводской, слишком жесткий. В результате потихоньку он отошел от стенок со временем эксплуатации. И возможно перепада температур. Катушка упала на якорь. Вот таким способом мы установим катушку назад. Все, промазали и внутри корпуса, и по катушке. Проверили. Смотрим, заходит легко. Еще добавим. Особенно по краям. Основное место, где у нас держится, это края. Там большие неровности. За счет более надежного бокового сцепления. И также легче с краев выпрессовывать излишки герметика. Все, закрываем герметик для других дел. Еще останется. И катушку берем и заправляем в тиски. Зазор должен быть от 3 до 7 миллиметров между катушкой и якорем. Вот так запрессовываем. Выход герметика происходит постепенно, поэтому делаем это с перерывами. Затянули до упора, подождали и снова подтягиваем. Тиски для этого нужно, конечно, помощнее. Все, подождем. И еще потихонечку.
Померяем линейкой, насколько у нас село. Заранее измеряли, сколько должно быть. 3 миллиметра. Можно еще. Все, пусть оно застывает. Дополнительно оно еще просядет. Сутки постоит. Это время застывания полного герметика. Излишки, пока жидкий герметик сотрем, чтобы было чисто. С кабеля уберем. Пока не засохло, не застыло. Все, ждем. Вот прошли сутки. Вот у нас проклеилось, но мы наблюдаем, что здесь еще у нас по краям щели. Недостающий герметик зальем еще дополнительно. Вот так вот промазываем. Стараемся не попадать на сердечник. Пропихиваем. Поглубже в щели. Главное, чтобы у нас не было отверстий по краям, чтобы туда не попадала вода, и в результате гидроудара катушка не разбивалась с корпусом. Все, вот он застыл. Лишнее уберем с краев, где у нас будет прижиматься уплотнитель. Снутри можно не убирать. Внутри главное, чтобы на сердечнике не было ничего, а по краям, по стенкам можно оставить. Все, будем собирать. Ставим якорь в сборе с поршнем и штоком. Устанавливаем, чтобы совпадал якорь с сердечником катушки, и также в отверстие. Сверху устанавливаем уже сам стакан. И устанавливаем, закручиваем болтами. Болты у нас под шестигранник. У кого есть шестилучевая звездочка, можно и ей. И закручиваем. Закрутку производим по диагоналям, либо по хордам напротив друг другу, чтобы равномерно придавливало уплотнитель. Все, установили. Покажем вам, как называется дополнительно.
водонос. Включим, посмотрим, послушаем. Ну, гудит уже по-другому. Нужно проверять на наглядных примерах. Для этого мы установим шланг. Возьмем такую трубку сливную от стиральной машины. Это надо денем, поскольку у нас большеватый. Возьмем хомут и затянем, чтобы не заскакивал. Вот так вот затянем хомут. Насос у нас с нижним забором и с верхним выходом, поэтому достаточно будет ведра для проверки. Немного налили водички и подключаем. Вот, насос заработал. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До новых встреч.